Здравствуйте! Сегодня расскажу вам просто о суперфуде нашего времени, а именно о проростках, о самом простом и эффективном методе их получения, а также поделюсь с вами лайфхаком, как прорастить то, что прорастить очень сложно. Проростки – это молодые ростки, которые пробудились и начали развиваться. И проращивать можно почти все. А именно различные семена, бобовые, некоторые крупы и зерновые, а также орехи. Сам процесс проращивания запускает механизм синтеза всех необходимых питательных веществ. Проростки содержат огромное количество различных минералов и микроэлементов, которые в процессе проращивания переходят в коллоидное состояние, в котором они полностью усваиваются организмом. Кроме того, зеленые ростки содержат полезные ферменты, клетчатку и антиоксиданты, а живой хлорофилл в них активно участвует в образовании гемоглобина, повышая тем самым иммунитет при употреблении пророщенной пищи. Проростки содержат огромное количество витаминов и микроэлементов. К примеру, 50 грамм проростка пшеницы равнозначны по количеству содержания витамина С 6 стаканам апельсинового сока. И существует несколько способов проращивания, а в данном видео я расскажу вам о самом простом и почти бесплатном методе. О самом простом методе проращивания семян без плесени я рассказывала в видео про микрогрин. И если вас интересует эта тема, то ссылочка на данное видео сейчас появится вверху экрана, а также я оставлю ее в описании под данным видео. А в данном видео я расскажу вам о проращивании круп, зерновых и бобовых. И существуют специальные аппараты для проращивания, они называются спраутеры или попросту проращиватели, но вы вполне можете обойтись и без них. Итак, все очень просто. Вам потребуется то, что вы хотите прорастить: крупы, зерна, бобовые или орехи, тарелка или другая любая емкость для проращивания, марля, 2-3 слоя марли размером с вашу тарелку и чистая вода. Я использую только талую структурированную воду. А если вы еще не знаете о чудо-свойствах этой воды и как ее приготовить, то я предлагаю вам видео с максимально полезной информацией на эту тему. Ссылка на него сейчас появится вверху экрана и также внизу в описании под данным видео. Итак, вы промываете несколько раз ваши зернобобовые, заливаете их чистой водой и оставляете набухать. Время зависит от выбранной вами культуры. К примеру, гречке потребуется всего лишь час, максимум 2, а бобовым нужно будет постоять с утра и до вечера. И, кстати, если вы захотите проращивать гречку, то берите только зеленую гречку, а коричневая обжаренная гречка не прорастет. Когда ваши зернобобовые набухли, напитались водой, вы еще раз промываете их в чистой воде, выкладываете небольшим слоем на тарелку, покрываете сверху марлей в 2-3 слоя, которая предварительно смоченная была в воде, либо просто сверху сбрызгиваете пульверизатором и оставляете вашу емкость в месте, которое недоступно прямым солнечным лучам. Важно! По мере высыхания марли вам обязательно нужно будет ее увлажнять и сбрызгивать с пульверизатора. Обычно это нужно делать 1-2 раза в сутки, но вы не должны заливать ваши зернобобовые водой, а просто марля должна быть влажная, чтобы внутри ваших зернобобовых сохранялась влага. Обычно уже на следующий день вы увидите первые росточки, а через 1-2 дня вы уже сможете смело употреблять ваши полезные пророщенные зернобобовые. А если вы не успеете скушать их в первые 3-4 дня, то смело ставьте их в холодильник. Рост ростков в холодной среде просто немного замедлится, и в таком состоянии они смогут храниться в холодильнике примерно 5 дней. Главное, не забывайте увлажнять вашу марлю, так как внутри должна сохраняться влага. Вуаля! Вы сделали себе суперфуд, который по полезности превосходит
очень многие продукты. И из таких пророщенных зернобобовых вы можете делать салаты, можете добавлять их абсолютно любую пищу, можете делать из них сыреческий хлеб, что очень полезно. А лично я просто обожаю делать из них вегетарианские котлетки. На фото вы можете увидеть нут, турецкий горох, маш и некоторые семена, и это просто то, что было у меня на момент создания данного видео. Зеленые ростки содержат растительную клетчатку, ферменты и антиоксиданты. Живой хлорофилл активно участвует в образовании гемоглобина и повышает иммунитет. Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, тем самым предотвращают повреждение здоровых клеток, болезни и преждевременное старение. Качественные проростки способны обогатить организм множеством полезных витаминов, к примеру, витамины В, D, Е, П, а также кальцием, йодом, селеном и многими другими полезными микроэлементами. Как видите, друзья, это очень полезная пища. Ну а сейчас я расскажу вам обещанный лайфхак, как прорастить то, что прорастить очень сложно. И если данное видео будет вам полезным, то поддержите меня лайком под данным видео и подпиской на канал. Итак, некоторые культуры при замачивании выделяют слизь, и прорастить их становится очень и очень сложно. К примеру, это семена льна и чиа. И для их проращивания я просто рекомендую вам совмещать проращивание данных культур с другими культурами. К примеру, вы можете взять 3 ложки пшеницы и 1 ложку семян льна и делать все то, как если бы вы проращивали чисто пшеницу. И у вас все обязательно отлично прорастет. Ну а я желаю вам удачи в проращивании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И здесь вы можете получать регулярно важную и полезную разнообразную информацию. А я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого доброго, светлого и позитивного.